В Кремле 17 марта состоялась встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Официально переговоры были посвящены экономическому сотрудничеству, военным проектам и гуманитарным вопросам. Однако настоящая повестка, которую обсуждали за закрытыми дверями, может оказаться куда более жесткой. Россия и Таджикистан уже много лет называют друг друга стратегическими партнерами. Но реальность такова, что Душанбе все активнее ищет новые связи, выходя за пределы привычного альянса с Москвой. Кремль это видит, и его главная цель — удержать влияние, не теряя контроль над Центральной Азией. Одной из главных тем, по мнению экспертов, мог стать вопрос безопасности и военного сотрудничества. Россия продолжает укреплять свое присутствие в регионе через ДКБ, но насколько лоялен сам Таджикистан? Почему Москва делает ставку на Таджикистан? Этот регион становится ключевой точкой напряжения на фоне событий в Афганистане. Кремль понимает, что если Душанбе откажется от военного сотрудничества с Россией, страна может стать новой горячей точкой, куда начнут заходить другие игроки: Китай, Турция, США. Россия уже инвестировала миллиарды долларов в таджикскую экономику, контролирует ключевые объекты инфраструктуры и энергетики. Но несмотря на это, Душанбе все активнее пытается дистанцироваться от жесткой российской политики. Рахмон не раз показывал, что готов играть в свою игру. Он активно развивает отношения с Пекином, привлекает западные инвестиции и пытается не оказаться в полной зависимости от Москвы. Именно поэтому Кремлю нужно было закрепить влияние, и сделано это было через подписанные соглашения. Но эти договоры — фасад, за которым скрывается борьба за контроль. Какие соглашения подписаны и что за ними стоит? По итогам встречи стороны объявили о 7 новых соглашениях, которые должны усилить российско-таджикское сотрудничество. Среди них создание совместного индустриального парка, развитие энергетики и новая программа стратегического военного сотрудничества до 2030 года. Но эти документы — лишь верхушка айсберга. Главное, что не было озвучено публично, какие обязательства взял на себя Рахмон перед Россией. Есть версия, что Кремль подтолкнул Душанбе к более тесному взаимодействию в рамках ДКБ. Это означает, что Россия может получить больше военного контроля в регионе, что в будущем станет сдерживающим фактором для других стран. Также обсуждались вопросы новых экономических проектов. Но за каждой инвестицией России стоит политический контроль. Москва не дает денег просто так, она требует полной лояльности взамен. Душанбе идет на уступки. Хотя внешние переговоры прошли в теплой атмосфере, сам Рахмон прекрасно понимает, что его маневры на внешнеполитической арене вызывают раздражение в Москве. Кремль не раз показывал, что терпеть чрезмерную самостоятельность союзников не намерен. Но Душанбе пока удается балансировать. Власти Таджикистана продолжают получать инвестиции от России, но при этом не дают Москве полного контроля. Такой расклад устраивает далеко не всех в Кремле. Текущие договоренности могут стать лишь временной паузой перед новыми более жесткими требованиями со стороны России. Потому что главный вопрос — останется ли Таджикистан в полной зависимости от Москвы или найдет способ уйти от жесткого контроля. Главные интриги после переговоров. Как долго Душанбе сможет балансировать между Москвой, Пекином и Западом? Сейчас Таджикистан получает деньги и ресурсы от разных стран, но Россия требует полной преданности. Будет ли Россия усиливать военное присутствие в Таджикистане? Москва заинтересована в расширении военных баз и полном контроле над безопасностью в регионе. Смогут ли новые договоренности реально укрепить позиции Москвы? Или же Душанбе просто использует Кремль для получения новых инвестиций, продолжая строить многовекторную политику? Этот визит стал важной политической игрой, в которой каждая из сторон пытается получить максимум выгоды, не потеряв своего влияния.
Но кто выйдет победителем, покажут только следующие шаги. Около миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России. Они переводят домой миллиарды долларов, обеспечивая экономическую стабильность своей страны. Но сегодня их положение резко изменилось. Новые законы, массовые депортации и жесткие проверки превращают Россию из главного работодателя в главную угрозу для трудовых мигрантов. На переговорах в Москве Путин заверил, что Россия ценит вклад таджикских рабочих. Но что стоит за этими словами? Кремль не раз ужесточал политику в отношении мигрантов, и многие опасаются, что за обещаниями скоро последуют еще более жесткие меры. Мигранты — рабочая сила или инструмент давления. Миграция давно стала главной экономической связью между Россией и Таджикистаном. Без доходов мигрантов экономика Душанбе обрушится, а без таджикской рабочей силы многие отрасли в России испытают кадровый голод. Это взаимозависимость. Но именно эта зависимость превращает мигрантов в геополитический инструмент. Кремль уже давал понять, если Таджикистан хочет сохранить рабочее место для своих граждан, он должен вести себя лояльно. На переговорах не озвучивались жесткие требования, но многие эксперты уверены, Россия может использовать вопрос миграции для давления на Душанбе. Москва может резко усложнить получение патентов, повысить налоги и ввести квоты на рабочих. Что ждет таджикских мигрантов в 2025 году? Жестче правила пребывания. Власти усиливают контроль за документами, а мигрантов без разрешения на работу задерживают и депортируют. Даже малейшие нарушения становятся причиной для высылки. Рост преступности среди мигрантов увеличил давление со стороны общества. В 2024 году резонансные преступления с участием выходцев из Центральной Азии вызвали негативную реакцию в российских регионах. Это привело к росту числа проверок. Политическое давление на мигрантов. Если Таджикистан будет сближаться с другими странами, Кремль может ограничить поток трудовых мигрантов и начать массовые проверки. В итоге тысячи людей могут оказаться без работы. Депортации и новые ограничения. Что происходит? В последние месяцы Россия активизировала задержание нелегалов и начало массовой депортации. МВД и ФСБ проводят рейды на рынках, стройках и в общежитиях, выявляя нарушителей миграционного законодательства. По официальным данным, в 2024 году из России было депортировано более 100 тысяч мигрантов. Однако эта цифра может стать еще выше, если политика Москвы продолжит ужесточаться. Особенно тяжелая ситуация складывается в Москве, Санкт-Петербурге и крупных регионах. Здесь мигранты сталкиваются не только с давлением властей, но и с агрессией со стороны местных жителей. В российских городах уже усиливаются требования к работодателям. Теперь для найма мигрантов нужны дополнительные документы, проверки и квоты, что делает процесс гораздо сложнее и дороже. Что обсуждали на встрече Путина и Рахмона? В официальных заявлениях говорилось, что Россия продолжит обеспечивать комфортные условия для таджикских рабочих. Но что это значит на практике? Эксперты уверены, что Кремль мог намекнуть Душанбе, если Таджикистан хочет, чтобы его граждане и дальше работали в России, придется делать уступки. Это может касаться военного сотрудничества, экономических соглашений и политической лояльности. Официально этот вопрос не поднимался, но за закрытыми дверями переговоров он мог стать одним из ключевых. Ведь Россия понимает, закрыв двери для таджикских мигрантов, можно мгновенно дестабилизировать экономику Душанбе. Что ждет мигрантов дальше? Россия будет ужесточать контроль. Это неизбежно. Число проверок, штрафов и депортаций продолжит расти. Душанбе придется искать баланс. Если Таджикистан продолжит курс на многовекторную политику, Москва может ограничить въезд мигрантов и усилить экономическое давление.
Риски для мигрантов увеличиваются. Теперь они не просто рабочие, а геополитический фактор, от которого зависит позиция Душанбе на мировой арене. Вопрос остается открытым, найдут ли стороны компромисс или же Россия начнет выдавливать таджикских рабочих с рынка труда, требуя от Душанбе полной покорности. Во время переговоров в Москве вопрос двойного гражданства официально не поднимался. Но это не значит, что он исчез с повестки дня. На самом деле, эта тема одна из самых чувствительных в отношениях Москвы и Душанбе. Россия давно хочет упростить получение своих паспортов для граждан Центральной Азии. Это позволило бы Кремлю усилить свое влияние в регионе, закрепив за собой сотни тысяч новых граждан, зависящих от российских социальных программ и пенсий. Но Душанбе категорически не соглашается на такой сценарий. Почему? Потому что массовое получение российского гражданства таджиками означает политическую угрозу для режима Рахмона. Почему Таджикистан боится двойного гражданства? И если Россия начнет массово раздавать паспорта, это приведет к тому, что десятки тысяч таджиков полностью выйдут из-под юрисдикции Душанбе. Они перестанут зависеть от таджикских законов, налогов и мобилизационных требований. Кроме того, таджики, получившие российские паспорта, чаще всего не возвращаются на родину. Это означает гигантский отток рабочей силы, который может привести к экономическому коллапсу. Ведь страна и так зависит от денег мигрантов. Но есть и другой аспект, политический. Москва могла бы использовать российских граждан в Таджикистане как инструмент влияния, как это уже было в других странах постсоветского пространства. И если в будущем между странами возникнет конфликт, Кремль всегда сможет сказать: мы должны защитить русскоязычное население и наших граждан. И это станет формальным поводом для вмешательства. Почему Москва молчит, но не забывает? Хотя этот вопрос не был озвучен публично, Кремль не отказывается от идеи закрепить гражданство за таджикскими мигрантами. Уже сейчас российские власти упрощают процесс получения паспортов, а значит, стратегия работает. Каждый новый обладатель российского гражданства — это еще один человек, который официально отказывается от таджикского паспорта и становится частью российской системы. И чем больше таких людей, тем больше рычагов давления получает Москва. Но Душанбе будет сопротивляться до последнего. Для таджикских властей этот процесс угроза, равносильная потере части населения. Они понимают, что если не остановить миграцию, через 10 лет трудоспособного населения в стране почти не останется. К чему это может привести? Россия продолжит раздавать паспорта, но неофициально. Уже сейчас многие мигранты получают гражданство через программу упрощенной натурализации, не афишируя этот процесс. Таджикистан может начать борьбу с утечкой граждан. Возможны законы, запрещающие двойное гражданство или усложняющие получение загранпаспортов для трудовых мигрантов. Этот вопрос может стать разменной картой в переговорах. Москва может предложить Душанбе экономические льготы в обмен на официальное признание двойного гражданства. Но готовы ли власти Рахмона на такой шаг? Что ждет таджиков в России? Скорее всего, массовых репрессий против мигрантов не будет, но условия для них будут становиться все сложнее. Кремль заинтересован в том, чтобы люди оставались, работали и в конечном итоге становились гражданами России. Душанбе стоит перед сложным выбором. Если он согласится на двойное гражданство, это будет означать потерю контроля над сотнями тысяч граждан. Если же он будет сопротивляться мигрантам, станет еще сложнее работать в России. Но главный вопрос остается неизменным: смогут ли таджикские власти удержать свое влияние, если их граждане массово станут россиянами? Или же это просто вопрос времени, после которого Таджикистан потеряет значительную часть своего населения?